Привет, друг! Ты на канале Март, меня зовут Ваня. Напоминаю, что в видео есть субтитры на двух языках, а лайк и подписка очень помогают каналу. На это видео нас вдохновил спор двух комментаторов под шортсом по доте. Темой спора был чистый урон, от которого полностью защищают БКБ и другие источники невосприимчивости к эффектам. Давайте прочитаем описание предмета. Дает 60% к сопротивлению магии и невосприимчивость к чистому и отраженному урону. Получается, прав был Стас Бравл 228, когда говорил, что Никс не может ультануть в БКБ. Или нет? Если кто-то начнет играть в доту и попросит совет, я в первую очередь порекомендую не верить описанию скиллов и предметов. Да, БКБ защитит от чистого урона ОД, Тимбера, Врейскинга и шардового БСа. БС будет получать ХП от автоатак под лапками, но не будет наносить чистый урон. Но есть тут буквально пара исключений. Никс с ультимейтом, Бладсикер, которого мы только что обсуждали с его ультимейтом, Акс с пассивкой и с топором, Пудж с хуком, причем урон проходит и от попадания, и от притягивания, если взять соответствующий аспект. Псиблейды Темпларки, ультимейт Квапы, Блэкхолл Энигмы, Вард Вич Доктора, Диаболики Лешрака, второй скилл Бейна и, наконец, Дезолейт Спектры. Самое интересное, что дисперсия считается отраженным уроном, что мы доказали в видео про блок урона, которое я очень рекомендую посмотреть. Но и дисперсия не контрится БКБ. К чему же мы пришли? К тому, что героев с чистым уроном, которые пробьют невосприимчивость к эффектам, почти в 4 раза больше, чем тех, кого БКБшка контрит. И к тому, что она контрит далеко не весь отраженный урон. И это мы еще не говорили про аганимного Джакира и Скаймага с талантом 25 уровня. Если с Джакира все понятно, нам действительно не врет описание его аганима, то со Скаймагом нужно разобраться. Что означает, что болт работает в БКБ, если он нажимается и без таланта? То, что с этим талантом он пробивает магическое сопротивление, которое дается БКБ или другими скиллами с аватаром, как, например, Рейдж Гули или Аганимный Дух Титана. Но он не пробьет, кстати, правый аспект лайфстилера и не пробьет врожденный магический резист и сопротивление от других способностей и предметов. Вы задумывались, из чего Clockwork собирает коги? Из шестеренок, разумеется. А где делают эти шестерни? Правильно, на заводе. Носки на заводе Эпиклутов. Смотри, заходишь на Эпиклут, получаешь 5 сотен шестеренок и улучшаешь за них генератор скинов, который раз в 2 часа отдает тебе халявный скинчик. Завод работает до конца осени, и прогресс не сгорает, имей в виду. Кстати, шестеренками можно выстрелить по ящикам и выбить еще больше шестерней, или же получить бонус, или даже кейс. А предметы из скина генератора отправляются в мастерскую, откуда ты можешь собрать итоговый скин и вывести себе в Steam. Вот и все, собрал, забрал. Это невиданных размеров обновления от Эпиклут. А если хочешь выбить себе халявный ДК-хук, то просто дойди до 60 уровня осеннего боевого пропуска и получишь его за даром. Плюсом каждый 15 уровень тебе прилетает аванс в виде 3 аркан. Смотришь International? Можем его смотреть вместе у Эпиклутов, ведь за просмотр инта там раздают сундуки. Ссылка на это временное добро в описании, а я пошел собирать шестерни. Новички часто путаются с новой БКБ, ведь она больше не спасает от получения дебафов, а лишь ослабляет их. Если герой применит БКБ, а потом получит яд Виномансера, то он будет получать урон, и, например, его блинк будет постоянно сбиваться. Если сначала получить яд, а потом нажать БКБ, проблема решится, потому что БКБ при использовании применяет базовое развеивание. Раньше у этого знания было гораздо больше применений. У нас был сценарий на 11 страниц, но патч 7.33 оставил нам всего лишь парочку. Например, базовое развеивание применяют абсолютно все источники невосприимчивости к эффектам, кроме репелла Омнинайта. Отталкивание с первого скилла Хускара не развеивается. Если Хускар толкает героя под действием аватара, то жертва не сдвинется с места. Но если Хускар сначала толкнет, а только потом цель применит БКБ, то невосприимчивость к эффектам не позволит сразу же начать двигаться. Но то же самое не относится к другим отталкиваниям, как, например, шардовый скилл Кунки или вторые скиллы Котла и Бэтрайдера. Скивер Магнуса нельзя применить в БКБ, но получение аватара во время поездки не развеет такси. Ставлю 1 звезду за ужасный сервис. Есть еще одно исключение, которое многие пропустили в 7.36 патче.
Blade Fury Джаггернаута при нажатии применяет базовое развеивание, а вот после крутилки применяет уже сильное развеивание. Если ты хиксанешь персонажа под конец БКБ, то он выйдет из аватара освинованным, но Джаггер нет, он развеет даже гриб Бэйна. Бэйн был упомянут дважды, и против него есть одна фишка. Если стрела Мираны прилетает в Найтмэр, то доп. Урон от стрелы разбудит цель раньше, чем нанесется основной урон и применится стан. Значит, что мы можем нажать БКБ против этого комбо. Раз уж мы тронули тему развеивания, очень необычно работает механика страха. Знал ли ты, что ультимейт SF можно снять лотусом? Абсолютно все источники Фира контрятся базовым развеиванием. Но при этом в этом самом страхе невозможно нажать ни ультимейт Абаддона, ни агонимный Enrage, ни Battle Trance с талантом 25-го. Зато шардовый Shadow Demon делает любого героя абсолютно бесстрашным. Очень надеюсь, что каждый из зрителей нашел для себя что-то новое среди всех этих бесконечных исключений. Если так, то обязательно ставь лайк, это очень помогает. А с тобой был Март. Удачи в игре и в жизни.